Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». И у меня сегодня высокая мадам рядом со мной на моем фоне, на которой я покажу вам обзор халата. Итак, мы сейчас халат с вами рассмотрим на манекене, а потом немножечко еще посмотрим его на столе. Плюшевый, мягкий, ворсистый. Он может быть также сшит и из вафельной ткани, и из хлопчатобумажной какой-то махровой ткани, то есть из чего угодно. Даже подозреваю, что такую модель можно сшить и из кулирки. Потому что сейчас лето, и халатики нам нужны, и халатики нужны не всегда теплые, не всегда для того, чтобы выйти из них из душа, а для того, чтобы просто их носить. Поэтому халаты, красивые халаты из кулирки – это тоже вещь. А также можно делать какие-то специальные домашние платья, чтобы не выглядеть тетей-мотей какой-то, да, а все-таки, чтобы мы были девочками с вами. Девочками, которые, немножечко могут и подразниться, и выглядеть хорошо. То есть будем работать в этом направлении. Итак, вот такой халат. Он достаточно приталенный, не очень объемный, то есть не мешок. Но объем вы можете всегда выбирать по себе, кто как привык. Кто-то привык к объемным вещам, к оверсайзу, кто-то хочет подчеркнуть фигуру даже дома. Поэтому, смотрите, халат подвязывается на пояс. Халат просто с запахом. Иногда для удобства, практика показывает, что такой халат, конечно, когда он мягкий, когда он просто на запах, в нем удобно выйти из душа. Но если это, например, какая-то другая ткань и хочется его носить просто дома, то мы всегда делаем какую-то потайную пуговку, либо завязочки внутренние, для того, чтобы халат не распахивался. И вот здесь можно еще тоже зафиксировать. Но я люблю кнопки. Если, например, не хочу отделывать никак халатик, то это может быть какая-то просто потайная кнопочка. И уже потом сверху мы подвязываемся при помощи пояса. Обязательно кармашки. Кармашки – это всегда очень удобно, это практично, потому что для дома карманы нужны. Карманы могут быть накладные. Также, если ткань плотная, то можно сделать прорезные карманы с какой-то широкой листочкой. Либо это могут быть карманы кенгуру, если мы выполняем халат из какой-то ткани потоньше, например, из кулирки. Потому что карман кенгуру занимает большую площадь, он находится как раз в области живота, где нам не нужен лишний объем. Поэтому, если мы выбираем именно такую модель кармана, то тогда ткань должна быть потоньше. Что еще? Рукав не спущенный, рукав на своем месте, что придает силуэту достаточно такую собранность. Все-таки мы не будем такими, знаете, плюшками дома. Тем более, опять же, смотрите, ткань мягкая, рыхлая, но силуэт у нас такой более собранный, четкий. Вточной рукав. Выточек здесь нет никаких. Рукав окончен вот таким вот воланом расклешенным. И по низу тоже вот такой кокетливый волан. Он без сборки, а просто выкроен по кругу, по косой. Но это мы с вами потом разберем. И капюшон. Капюшон, он как бы переходит в воротник, вот в такой вот ложной, в шаль. И получается, что красиво оформлена область декольте. Вот такой вот у нас халатик. Представляете, да, когда он на фигуре, то и бедра видны, и все тут кокетливо колышется при ходьбе. Так, капюшон. Капюшон тоже такой хороший. Если вы не хотите, например, делать капюшон, это может быть просто какой-то воротник, например, воротник-шаль. Воротник-шаль мы с вами моделировали, когда работали над лекалом бомбера. Там я вам показывала, как делать такой воротник. Итак, халат на столе. Обработка у него самая простейшая. Тут никакой подгибки нет, ничего нет. И так как ткань плотная, толстая, объемная, тут даже воланы все обработаны не роликовым швом, а просто обметаны. В принципе, смотрится хорошо. Вообще трикотаж, он позволяет над собой, я не знаю, скажем так, издеваться как угодно. Мы можем пробовать разные виды строчек, комбинировать их как угодно, с лица на изнанку, с изнанки на лицо, и все будет хорошо. То есть трикотаж – это такая почва благодатная для полета фантазии. Эскиз я делать, наверное, не буду такой нормальный, но самое главное, что я могу просто отметить, что есть вот такой капюшон, именно вот такой, со вставкой, он вточной, здесь пришивается шов. Обычный рукав вточной, волан по низу рукава,
умеренный объем и волан понизу. Ну, также имеется накладной карман. Плюс шлевки и пояс. То есть вот ничего вроде бы сложного, но модель интересная. Обязательно имеется подборд. Но подборд, вот смотрите, он проходит вот так вот по всему борту, уходит на шею, туда на капюшон по кругу, но он здесь не закреплен. Вот я стараюсь, когда шью такие вещи, если бы я шила этот халат, то я бы, наверное, при помощи распашивальной машины, а если бы у меня не было распашивальной машины, например, при помощи какого-то интересного зигзага, вот аккуратно, ровно закрепила бы строчкой вот этот вот подборд. Потому что, опять же, повторюсь, на трикотаже, на таких тканях и вообще на домашней одежде вот это все смотрится очень органично, аккуратно, потому что вот это, когда болтается, ну, скажем так, неудобно. Теперь я перехожу к сути сегодняшнего еще ролика. То есть не только обзор, я хотела вам показать этого халата. Имеется вещь, которую уже носили. Ткань вот как новая, ни пятен, ни следов затертости, ничего на нем нет. Но надоел. Что делать? Девушки, мы все экономные. Можно ли каким-то образом переделать этот халат? Ну вот у меня возникло две идеи. Можно сделать повязку такую красивую, объемную, как сейчас модно на просторах Инстаграма, интернета. Девчонки, вот знаете, делают себе повязки на голову, и когда дома делают косметические процедуры, масочки всякие всевозможные, но для того, чтобы волосы не мешали, вот этой повязкой убирают волосы от лица. Это раз. Мы такую с вами смоделируем и себе сошьем. Второй вариант. Из такой мягкой ткани можно сшить маску для сна. В ближайшее время я хочу вам записать урок, на котором мы с вами построим выкройку такой маски для сна и покажу вам несколько способов, как эту маску украсить. Есть варианты у меня. Это может быть и вышивка, и инкрустация кружевом, и роспись на ткани, то есть все что угодно. И маска может быть, конечно, выполнена из различных тканей. Такую масочку вы можете носить сами, использовать для сна, кто привык. Также такую маску можно подарить своей подруге, маме, ну, кому угодно. Итак, вот, например, мои две идеи. Девчонки, видя объем вот этого халата, видя все его детали, если у вас возникнут какие-то идеи или кто-то, может быть, уже занимался переделкой вот таких вещей, пожалуйста, в комментариях под этим видео оставьте свои идеи. Какие-то самые лучшие и жизнеспособные я прочитаю, отберу и покажу, сделаю специально для вас урок на YouTube. Ну, я даже не знаю, может быть, из такой ткани можно сшить себе какие-то плюшевые шортики. Может быть, это может быть топ какой-то. Вот я совершенно вот тут немножечко потерялась и жду от вас идей креативных, интересных. А маски и повязку я вам обещаю в ближайших видео. На сегодня у меня все. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, пишите свои идеи под этим видео. До новых встреч!